Всем трейдерам огромный привет, с вами Аркадий Романович. Живая торговля по сигналам системы Cluster Trader. Готовлюсь к сделке на продажу. Здесь мы видим один из моих сигналов возле белой горизонтальной линии. Это линия сопротивления 1874, и мы готовимся нажимать Sell. У нас несколько вариантов, как мы можем продать. Самый первый и самый агрессивный — это продать после того, как текущая свеча закроется телом ниже минимума вот этой предыдущей свечи. Вот здесь. Это первый вариант. То есть мы получим самый выгодный вход, если отсюда рынок повалится. Второй вариант — дождаться черной свечи. То есть изменение цвета с белой на черную. И тогда продать. Это более консервативно. И мы отфильтруем ситуации, когда рынок, будучи в восходящем тренде, и наши свечи белые, продолжает движение. Да? То есть это тоже неплохой фильтр. Но что мы сделаем сейчас? Мы сейчас с вами возьмем и прямо по текущей цене нажмем Sell. По текущей цене нажмем Sell. Наши стопы мы видим уверенно за моей структурой. Это 1875. Мой первый тейк стоит 1869. Это от входа плюс 33-34 пункта. Если первый тейк сработает, то у меня начнет работать трейлинг стоп по определенным значениям волатильности. Эти значения вы видите у меня на экране в виде таких пунктирных белых, да, либо черных точек. Соответственно, как только точки сменяют друг друга, если сейчас мы пробьем вот эту, да, границу волатильности, следовательно, сверху у нас появятся черные точки, которые еще раз характеризуют определенное значение волатильности, которое равно 3,5 ETR. И мой стоп второй позиции, потому что здесь две сделки, присоединится к этой линии. Или для более простого примера, пока у нас эта сделка еще только активна, вот, например, похожая ситуация, только на покупку. Вот мы видим, например, вход здесь, белый бар, все сошлось. Здесь вошел, если рынок дошел до первой цели, например, 30-40 пунктов, то стоп второй позиции, он присоединяется к этой линии, едет, да, до тех пор, пока его здесь не вынесут, либо пока не сработает фиксированный take profit. То есть здесь микс. Да, и динамичный выход из позиции, то есть увеличивается профит, пока цена растет. Да, и мы можем использовать статичный фиксированный тейк. Он зачастую будет превосходить вот такой тип выхода, потому что мы, используя вот такой тип, мы никогда не будем брать максимум движения, это невозможно. Но используя фиксированный тейк, в редких случаях, не всегда мы будем брать абсолютный пик движения, выходить из позиции, либо другой способ, мы можем использовать стрелочный TCSL, если мы покупатели для закрытия сделок. Например, мы здесь купили, на экстреме выходим здесь, да, либо выходим здесь. То есть это, как правило, будут такие наиболее вероятные точки, где может быть пауза, либо обратная реакция, и тем самым мы дополнительно можем зарабатывать, да, профит, не дожидаясь, пока нас вот здесь вынесет, потому что если я выхожу после TCSL, то я дополнительно еще забираю там 25 пунктов. Понятно. Да, но мы сегодня об этом будем говорить. Я начал так сразу со сделок, но это первая такая горячая позиция, которая появилась. Да? Но если будет черный бар, черная свеча, это усиливающий сигнал, и мы можем нарастить объем позиции. Я и так использую не очень большие риски, но в этой ситуации можем еще прибавить сверху. Давайте смотреть. Что будет происходить? Черная свеча как раз формируется. Вот смотрите, если, допустим, бар закроется здесь черным, да, еще неизвестно, как он закроется, допустим, черным, сделаю поближе, то вход на 16 пунктов ниже. Это немало для минутного таймфрейма, это золото М1. Ну, то есть я могу прямо сейчас еще нарастить объем. Но не буду этого делать. Почему? Потому что
Тогда, если я сейчас добавляю здесь, мой стоп, который я ставлю примерно 300 пунктов, 30, он будет вот здесь. То есть он будет в зоне досягаемости, если рынок решит протестировать, я сразу вылетаю. То есть это неразумное наращивание позиций. И то же самое касается, если я здесь не продал, допустим, более низкая цена закрытия, а продаю здесь. Да, то же самое стоп в зоне уязвимости. То есть минус позднего входа в том, что твой стоп, либо тебе надо его увеличивать специально, и тогда уже все это дело подстраивать, риски. Потому что если я сейчас вручную поставлю стоп дальше, мой риск возрастет. Больше, чем тот, который я установил изначально будет. А я этого не хочу. А вот это пространство между тем, где был мой вход, да, и между уровнем вот этим белым, это зона, где рынок может спокойно подумать, походить, погулять, потому что это очень важная стратегическая структура. Если мы перейдем на часовой график и посмотрим налево, мы увидим вот этот экстрим по золоту. Вот он. Откуда началось сильное движение. Даже мы, наверное, вот так поставим, прям по самое не хочу, самый-самый экстрим, и мы видим наш стоп за этим экстримом. Вернемся на минутку. То есть у нас есть даже еще там микрозапас на несколько пунктов. И мы ждем с вами. Не торопимся, не форсируем. Сейчас золото торгую, а потом присоединиться через 20 минут NASDAQ. Я сейчас торгую два инструмента, NASDAQ и золото. Куда исчезла нефть, да, спросите? Вы спред очень широкий там. Дорого торговать нефть при таких спредах. Получается, что спред съедает 30% от профита. Составляет это много очень. Поэтому надо было давно это решение принять, но я что-то телился. И в итоге решился прекратить торговлю. И, в принципе, это естественно. Должно было произойти рано или поздно. Золото, посмотрите, вот сейчас как раз мы видим очень хороший пример, когда золото возвращается куда? К предыдущей своей структуре, протестить, возможно, проверить, прощупать. Не имеет значения. Вот мы ретестим структуру, видим, еще один паттерн формируется. Достаточно такой широкий, размашистый, большой. Вот он. Да? Если я здесь продал, то вот прямо здесь я вылетел, короче, плюс-минус. Да? Так что очень-очень важно, трейдеры, очень важно, да, понимать все плюсы и минусы входа в позицию более раннего. Да, более ранний всегда тебе дает лучший стоп, потому что если ты торгуешь вокруг структуры, в большинстве случаев твой стоп будет за структурой, за уровнем. Да. Это не значит, что сюда цена не может прийти и его забрать легко, да, но вероятность этого снижается. Да. Поэтому всегда я стараюсь входить раньше, да, в позицию. То есть вовлекаться в сделку раньше. Да, это агрессивно, бла-бла-бла, но я люблю так торговать, мне нравится. Мне комфортно, скажем так. Мне некомфортно, когда я что-то жду, там еще одно подтверждение, сейчас еще срастется, сейчас. Ты уже перегораешь, да? То есть пересиживаешь, пережидаешь, ждешь там 150 подтверждений. А чем больше подтверждений, тем позже твой вход. Да? Не очень интересно. Поэтому если я торгую от экстрима, то я жду первый возможный сигнал, который соответствует моим правилам. И не обязательно применять дополнительные фильтры. Можно. И в каких-то случаях это может быть очень полезно. Но я стараюсь входить, да, сразу, как говорится, с руки, с ноги. Да. Мы можем вот здесь еще нарастить позицию. Здесь более выгодная история. Видите? Вы спросите, Аркадий, как так? Ты добавляешь еще к неприбыльной сделке, к убыточной. Но ведь мой объем совсем небольшой. Да? Совсем маленький объем я использую. Это можем нарастить, но пока не можем. Пока нет более низкой цены закрытия.
То есть очень важно, не пытайся торговать то, что ты чувствуешь, свое вот ощущение, что здесь цена должна отбиться, потому что это какой-то вселенский максимум. Не, ну можешь легко дальше пойти. Поэтому будь сдержан. Вошел в позицию, оставь, не трогай. Стоп стоит там, где он должен стоять? Абсолютно. Это вход по правилам? Абсолютно. Хочешь нарастить? Вопрос, есть ли у тебя для этого причина нарастить позицию? Есть ли у тебя для этого запас, да, риска, ну, чтобы это сделать? Потому что если у тебя сразу большой объем, а я не торгую сразу большими объемами, то у тебя нет пространства для добавки. Да, потому что если я вижу очень солидную ситуацию на рынке, я могу еще прибавить объем. То есть у меня есть запас. А если как бы ты сразу вошел вот такой, то там уже не разбежишься. У нас есть более низкая цена закрытия. Вот здесь мы нажимаем шорт, еще добавляем к текущей и ждем, что будет здесь происходить. Аналогичная история здесь и здесь. То есть у меня сейчас открыто 4 позиции. 4 позиции суммарно. Так, ну что, мы возвращаемся в эфир. Пока ничего не происходит, рынок крутится, вертится, да, возле наших позиций. Напоминаю, мы продавали с вами вот здесь, да, и потом нарастили еще вот на этой, если я не ошибаюсь, да, вот на этом баре, на этой свече. Посмотрим, что будет. Пока ничего. Причем, что любопытно, мы все-таки дошли и протестировали вот эту самую макушку. Видите? Самый-самый экстрим. Вот рынок здесь пытался, а вот здесь дошел до самой максимальной, да, границы. Но пока ничего не ясно. Есть определенная борьба. Да, мы видим быки, бум, потом медведи обратно. Обычно, когда мы видим большую бычью свечу возле сопротивления, это последняя свеча вверх. Обычно. Не всегда, чаще да, чем нет. То же самое, когда мы видим по направлению вверх большие нисходящие свечи. Как правило, это кульминация коррекции. Да, вот в частности, здесь мы видим большие медвежьи свечи. Здесь нет, здесь нет. Не всегда это бывает, но это такая достаточно любопытная характеристика кульминации коррекции. То же самое и наоборот, да, если мы берем. Вот вчерашние сделки, потом будет время, поговорим. Вот, кстати, вчерашние, да, движения мы видим бум-бум, большие нисходящие свечи по бычьему тренду. То есть вроде как валится все. Но самая большая свеча, которая была, вот это 600 пунктов за минуту, и самая большая свеча, это обычно последняя свеча по направлению вниз. Давайте пока открыта позиция по золоту, перейдем к индексу NASDAQ, потому что через 3 минуты я начну торговать этот инструмент. И перед этим, я еще на него не смотрел, вот за сегодняшний день, я перейду на Daily график, чтобы посмотреть на структуру рынка. Где мои ключевые уровни. Помимо минимума вчерашнего дня, да, который имеет существенное значение, я вижу вот эти полки, минимум вот этой большой нисходящей и еще, собственно говоря, минимум вчерашнего дня. То есть мы видим, что рынок сегодня подходил сюда, да, и тут же отскочил. Максимум сегодняшнего дня вот здесь. Это тоже очень важно. Характеристика, которая... Да, отвечает за ключевой уровень, это как раз максимум дня предыдущего и текущего. В данном случае до моей сессии был сформирован максимум, вот он 13183. Впереди я не вижу никаких существенных зон до хая вчерашнего дня. Да, мы видим достаточно большое такое пространство, диапазон огромный, просто волатильность дикая. Наши трейдеры за последние несколько дней очень классно заработали, куча сигналов, очень высокая вероятность отработки. Но если вы участник чата, то все это дело видите в реальном времени. Все эти движения. Посмотрите, как золото валится просто. Давайте снимем еще одну позицию. И теперь цена пришла к вот этой поддержке. Посмотрим, что здесь будет.
У меня остается еще одна позиция, еще один контракт, который я пока трогать не буду. Пусть он повисит немножко. Но это очень важный уровень, да, уровень поддержки, поэтому крайне вероятно, что мы отсюда выскочим очень быстро, очень резко. Мы можем еще дополнить нашу прибыль плюс 70 пунктов, здесь заработать, или может быть уже чуть меньше, кстати, как рынок быстро реагирует на наш уровень. Можем перейти на старший таймфрейм, чтобы посмотреть структуру. Мы видим, рынок коснулся экстрима, да, и легко может провалиться еще, где наш вот этот второй остаточный тейк стоит. Поэтому давайте подождем, не будем форсировать, может быть рынок отвалится. Я поставил свою позицию, оставшуюся в безубыток. Смотрите, мы протестировали наш уровень, да. И очень быстро рынок возвращается. Напоминаю, мы закрыли 3 позиции. У нас было 4, 3 закрыли. 2 по тейку, 1 вручную я закрыл вот здесь. И принципиально не закрываю вот эту оставшуюся часть. Посмотрите, как типичны вот эти ситуации. Да? Это очень важно. Типичные ситуации, когда мы видим большую бычью свечу у сопротивления. Нередко она очень широкая, такая диапазонная. Это первое. И когда мы видим большую медвежью свечу возле поддержки, и особенно по тренду, как правило, это одна из последних, либо последняя свеча, после которой будет резкое обратное движение. И в моем случае обязательно закрытие всех позиций, кроме последней. Да, почему? Потому что, вдруг еще повалится, ведь я ничего не теряю. Сейчас мы сделали за вот это движение 350-350 по 2 тейкам, которые были здесь от 2 продаж. Я закрыл здесь еще плюс 600. Да, 600 пунктов. Итого почти 1500 пунктов мы взяли. А если еще пойдет, мы еще заработаем. Не пойдет, ну хорошо. Я еще немного ужесточил стопы по золоту. Плюс 50 пунктов мы локируемся еще. Сейчас NASDAQ пришел к поддержке. Это мой 30-минутный уровень. 13, почти 13 ровно, трейдеры. Посмотрим, будет ли здесь buy сигнал. Переходим быстренько к золоту. Взяли тейк. Огромный тейк, 150 пунктов. И теперь смотрим, что будет происходить дальше. Просто чудовищные трейдеры в эти дни волатильность. И мы можем еще делать деньги. Почему? Потому что рынок двигается. Кстати, он не останавливается. Да. Но мы классно отторговали. Да, классический наш симметричный паттерн возле нашего ключевого уровня. Вчера похожая история была, прям на секунду вернемся ко вчерашним торгам. Особенно во второй половине сессии. Здесь была небольшая зарубка, плюс-минус, плюс-минус. И потом по тренду buy сигнал, тоже плюс 40, там плюс 37 может быть. И 60 с копейками. Потом sell сигнал, я правда опоздал. Мы с трейдерами в закрытом чате в реальном времени видели эти паттерны. Sell вот здесь, но я позже вошел здесь и сделал еще плюс 50. И посмотрите, что потом произошло после черной свечи здесь. После пробоя уровня рынок не остановился. Я не поверил, что рынок еще может пройти. Да, но он провалился еще на 200 пунктов. И некоторые наши трейдеры просто обеспечили себе месячный, даже двухмесячный запас профитов. Да, потому что такой месяц, январь, да, такой месяц мы хотим видеть. Да, каждый месяц мы хотим видеть такой месяц. И это деньги. Ну, что мы видим сегодня, да, продолжается волатильность. TC buy сигнал по NASDAQ. Внимание сюда. Вариант А я могу прямо сейчас купить. Очень интересно. Давайте быстренько к НАЗе. Вариант Б я могу дождаться паттерна. Кстати, мой уровень появился 13-13. Давайте паттерна подождем. Тест уровня стрелочный. Да. Если я жду паттерн, я могу могу пропустить движение резкое, которое может быть вот сюда, с 30-40 пунктов. Посмотрите, как все быстро развивается, да? Классический базовый сигнал SS2.
Тест уровня, стрелочный. Вижу я уровень, да или нет, да или нет, да. Вижу я стрелочный, да или нет, да или нет, да. То есть ответ на вопрос да или нет. Иначе, если у тебя нет такого четкого правила, то каждый раз, когда ты будешь смотреть на график, ты будешь действовать по-своему, как ты ощущаешь. Да? А если ты интрадейщик еще или хочешь им стать, тебе необходимы просто такие четкие, понятные, простые, быстрые правила. Да. Кстати, рынок дернулся после TC Buy уже плюс 20 пунктов в моменте за 1 бар. Да. В этом заключается отрицательная сторона консервативной торговли. Да. То есть, если я жду паттерн, сейчас может его не быть вообще, он еще как попрет наверх, ну, как минимум вот сюда, к этой точке середины 13.80. Что очень вероятно. Да, я, походу, остался без профита здесь. 35, вот как раз мой первый тейк. Но ничего страшного. Очень сильная история вот эта, особенно в начале сессии, стрелочный на уровне. Много таких профитов было на этой неделе. Но ничего страшного, переживем. Золото болтается пока. Посмотрим. Суммарно по золоту сделали больше 2500, да, если у нас один лот, 2500 пунктов, это 2500 долларов. Да, за вот это большое, просто гигантское движение, и всю неделю такая история. Да. Сейчас перейдем еще посмотрим там ситуации, сигналы. Да, NASDAQ улетел, все, я остался в пролете. Все, пошел, все. Сейчас тестить середину, отличное место для того, чтобы взять стопы и поставить без убыток оставшиеся, да, позиции, оставшиеся позиции. Ну и, конечно, 500 пунктов, огонь просто за 3-4 минуты. Причем меня всегда волнует точность входа. Точность входа в интрадее. И мои сигналы, да, в частности, которые на отбой, стрелочные, паттерны, ротации бара, они дают мне такую возможность, да, входить максимально точно, вовремя, потому что на минутке это самый-самый важный момент. Чуть прошляпил, будет выносить каждую, или сигнал есть какой-то непонятный. И должно быть четко, ясно, когда нажимать кнопку, в какой момент времени. Смотрите, мы тестируем вот этот уровень, середину, тут же реакция. У нас стрелочный по золоту, TC Buy. Есть паттерн, TC Buy на правой стороне, но пока не совсем понятно, как здесь работать, потому что мы где-то между уровнями, да, мы пробили этот уровень, к нему вернулись снизу, попытались уйти, не смогли, и застряли между вот этими значениями, поэтому я пока не вижу хорошей возможности для покупки. Ну и, конечно, мы ждем отката вот к этой зоне ценности. Видите, вот этот кластер из зон. Да, если мы посмотрим чуть левее, мы увидим с вами тест уровня. Потом, когда рынок отвалился, посмотрите, после того, как мы дошли до этой поддержки, выскочили на 45-50 пунктов в моменте, да. И сейчас мы видим TC Buy, и рынок тут же выскакивает в моменте. Но еще раз, это агрессивно, ровным счетом, как здесь. Если я пытаюсь купить под уровнем, здесь под уровнем. Да. Не важно, что делает рынок, важно, что делаешь ты и что тебе нужно делать по правилам.
Рынок может хоть как угодно, когда угодно, не объясняя причин. Ага. Тебе не нужно об этом думать. Тебе нужно думать только о том, где мои правила вовлечения. И, конечно, там о рисках. Но о рисках мы не думаем, потому что они все заложены в советник, и об этом беспокоится робот. Он рассчитывает риски, лоты, он ставит стопы, тейки, управляет позицией при необходимости. Хотя в таком быстром рынке можно даже управлять вручную. Почему? Потому что позиция долго не висит. Да, буквально несколько минут. Да, ну хотя здесь после шорт сколько мы прождали? 25 минут, 30, полчаса. Нормально. Все самые лучшие профиты, такие крупные, да, которые это полчаса, где-то 30 минут, 60 минут, вот так. Я обожаю вот такие сделки на уровне со стрелочным. Причем здесь мои специальные уровни появились еще. Зеленый, видите, отрезок. Прям в тот момент, когда стрелочный. И все это в совокупности улучшает качество входа. Еще раз, очень важно, это визуальная информация. Я это вижу. Не чувствую, не думаю, что отобьется. Нет, я не задаю себе таких вопросов. Во-первых, на это нет времени. Во-вторых, это не имеет ничего общего с прибыльной торговлей. Понятно, да? И бывает так, что у тебя есть сигнал, с одной стороны, но с другой стороны нет дополнительных условий. Да? Не все факторы сошлись. На то и существуют правила системы. И рынок может спокойно идти, как сейчас, TC Buy. И может дальше расти спокойно. Мы готовимся к продаже вот в этой точке, может быть чуть повыше, если будет сигнал на sell. Это первый откат, да, а после нового минимума. Здесь мы продавили, сделали новый минимум, это первая коррекция. Вот к этой области посмотрим. Готовимся продать золото. Мы пришли к моему уровню MP. Это один из ключевых уровней, которые я использую. И мы ждем здесь либо стрелочный, либо паттерн. Давайте я уберу вот это все свое дело, свои рисовалки. Сейчас список объектов. Хотя нет, нам потребуется, мы, может быть, разберем сделки, которые были предыдущие вчера, да, более детально. Может, нам понадобится. У нас есть структура, вот здесь небольшая, видите, и вот уровень. Посмотрим. Если рынок продолжит расти, да, и это вообще, конечно, после стрелочного 100 пунктов, неплохо. Очень неплохо. Ждем здесь сигнал. Мы ждем пробоя точки середины по золоту. Если пробьем, это будет подтвержденная разворотная вершина. Вот здесь. Она еще сырая, да, еще рановато что-то делать. У нас есть вот это движение, левая сторона паттерна. Так же, как и вот здесь, левая, правая. Так же, как и здесь, левая, правая. Да. Посмотрим. Видим небольшое сходство в движении по NASDAQ и золоту. Посмотрим, будет ли черная свеча по NASDAQ. Если да, сразу шорт до вот этой поддержки. Еще раз, черная свеча, сила сигнал номер 1, тренд фильтр, красный SS2. Визуально продиктованные условия. И либо они будут на графике, либо нет. Не может быть другого сценария здесь. Продолжаем смотреть, наблюдать. Вхожу на sell по золоту. Мой стоп за вот этой большой черной свечой. Мой первый таргет 1800 с копейками.
859. И давайте переключаться на индекс NASDAQ, там тоже формируется сигнал. У нас не так много здесь остается технического кармана, совсем не остается. Совсем не остается. Смотрите. То есть буквально какие-то копейки. Почему? Потому что у нас впереди уровень. К сожалению, нет. Уже все. По NASDAQ я вне конкурса. Да, я пропустил. Не то, что пропустил, да, неправильно говорить пропустил, потому что мы всегда постфактум, если не вошли в сделку, мы ее воспринимаем как вот это то, что мы пропустили сделку, как положительный момент, да. В том случае, если она убыточная была, мы видим потом, и наоборот. То есть мы сейчас просто у нас работает эмоциональное восприятие вот этой ситуации, и все, больше ничего. Ну, потому что мы не вошли, аж что нам остается? Только смотреть на результаты и уже реагировать на него, да? Так, ну что, мы возвращаемся в эфир. Я закрыл все позиции по золоту, не дожидаясь достижения расширенных тейк-профитов. Совсем небольшой профит, причем после входа рынок тут же дернулся. И против моей позиции прошел 27 пунктов, да, там, ну, плюс спред. Мой стоп по умолчанию шире, 32, да, поэтому стоп достигнут не был. И здесь я взял 23 пункта, итого 40, округлим 40 пунктов, потому что позиции 2. Да, минус в том, что если сейчас рынок повалится, я ничего ничего не сделаю здесь, но ничего страшного. Ничего страшного. NASDAQ подходит к уровню сопротивления. Мы видим TC-Sell по NASDAQ. На этот раз ни там, ни сям. Если здесь мы, очевиднейший тест уровня стрелочный, да, видим, то здесь мы и до этого экстрима чуточку не дошли, и этот пробили. Как бы такой ни рыба, ни мясо, да, ни туда, ни сюда в зоне. Пока я не продаю NASDAQ. Купить тоже не могу. И вот такой рынок, да, который преимущественно торгуется в канале, он очень сложный. Да. Имеется в виду, если где-то внутри торговать этого канала. На хаях-то понятно, да, там тут, но здесь нет, здесь немного не дошли. Возможно, это предвзято немножко, да, то, что мы, чуть-чуть же мы не можем дойти. Ну что ты так цепляешься к этому, да, к этому критерию? Ну, вот так. Вот так. Не стоит от себя требовать идеального исполнения. Не надо. Вы никогда не будете так действовать идеально. Просто благодарите себя за то, что уже сделано сегодня. 2500 профитов. Даже какой-то 3000 пунктов профита. Не за месяц, не за неделю, за час. Да? Да, я могу говорить о том, что я бы еще мог сделать 1000 здесь спокойно, но стоит ли это того? NASDAQ восстанавливается к зоне ценности. Это вот здесь, где я держу курсор, 13100. Посмотрим, здесь самое интересное. Если быки сильны, действительно, то мы увидим реакцию отсюда. Если нет, то опять вот это начнется игра. Кто кого о боковике. А по золоту мне по-прежнему интересно взять быстрый скальп здесь. Там буквально пунктов 20-30 падает. Я здесь цепляю. И все. Если NASDAQ будет снижаться, то первый стрелочный набай мы покупаем. Да, например, сюда, к этой зоне 13.80, либо сюда 13.13. Две зоны, где мы можем купить по стрелке. TC buy.
И это всего два инструмента и два основных сигнала. Это трендовый и контртрендовый. Да? Стрелочный и ротация бара. К ним мы можем добавлять какие-то еще примочки, там тренд-фильтры, какие-то уровни, да, там разные. Но мы сейчас берем чисто сигнал, да? Это основа. То есть вижу сигнал, дальше сопоставляю критерии другие. Уровни там. Паттерны, если использую, например, стрелочный с паттерном только. Ну что, мы возьмем быстрый sell по золоту. У нас есть пробой. Быстрый скальп до 1856. Даже повыше, может быть. Взял я быстрый скальп, закрыл все позиции, буквально 2 минуты. 15 пунктов по каждой. Да, на каждую. Итого 30 пунктов. Неплохо. Да, очень быстро. Ну и посмотрим. Можно было оставить еще подержать до вот этой поддержки. Но не вижу для себя смысла, потому что это очень агрессивная позиция. Ну и самое интересное по Назе. Либо здесь стрелка будет, либо если рынок повалится, я жду здесь. У этой структуры. Пока такое сегодня состояние боковика. И что интересно, здесь, да, как все быстро. Это в начале сессии обычно так. И потом к вечеру чуть дольше. Сделки, сигналы формируются. Поэтому можно даже торговать первый час-полтора, и все, достаточно. Это, на мой взгляд, даже будет более эффективно, чем сидеть там по 5 часов. Я стараюсь часа 3, не больше. Конечно, сейчас волатильно, блин, но хочется же еще поторговать. Но 3 часа достаточно. Вот я свой предел нашел. 3 часа. Где-то с 4:30 плюс-минус до 7:30 плюс-минус. Иногда даже раньше ухожу, иногда позже. Но в среднем 3 часа. Оптимально. Да, у нас в закрытом чате почти 2 часа торги идут со вторника по четверг. Вторник, среда, четверг. И понедельник, пятница я торгую сам. Да, сам на сам. Готовимся купить. TC buy. Покупаем. Быстрый скальп возьмем пунктов на, там, может, на 25 до вот этой структуры. Вот здесь. И дальше будем смотреть, что будет происходить. Нажимаю buy, ставится стоп-тейк, 2 позиции. Первый тейк здесь, второй широкий, вон где, ну, это на случай сумасшедшего движения. Ну, а пока ждем. Возвращаемся в эфир. Взяли первый тейк по NASDAQ. Плюс 35 пунктов почти. Вторая позиция без убытки. Я ее вручную поставил в 0. Потому что это трейд в консолидации, да, в неопределенности. Поэтому если пойдет, еще заработаем. Не пойдет, ну, уже 35 пунктов у нас в кармане есть. Единственный сигнал, который следует сегодня отметить, да, такой, скажем, ключевой, где мы не участвовали, вот этот на buy. Этот я даже не рассматривал как сигнал для открытия сделки, поэтому о нем можно даже не говорить. Ну и этот наш классический, да, покупка по стрелочному от MP, центра диапазона, быстрый скальп 30 пунктов, 35. Ну и дальше вот сейчас мы увидим. Давайте вот так поближе. По золоту такая же история. Мы тоже можем здесь попробовать, скажем так, скальпануть. Да? Может быть, взять несколько дополнительных пунктов. 25 плюс-минус. Закончили с NASDAQ. Смотрите, какая большая нисходящая свеча.
Это даже хорошо. Потому что большая нисходящая свеча, если после нее будет белая свеча, очень вероятно, что мы будем расти в этой ситуации. Но еще раз, во флете что-то конкретное говорить достаточно трудно, да, кроме стрелочных. Да. Все, что касается ротации бара черно-белой свечи во флете, это сложновато, да, потому что это все-таки слабое место ротации бара. По стрелочным мы можем с вероятностью 60 и выше, в отдельных случаях до 80%, говорить уверенно о том, что это ключевой максимум либо минимум. Да, как вот сейчас мы видим на графике. Давайте, пока у нас есть время, быстро посмотрим на сделки, которые мы открывали, планировали с трейдерами в закрытом чате. Вчера особых позиций у меня не было, кроме, я уже говорил, да, вот этой продажи наверху, поздней продажи. Я не покупал вчера принципиально NASDAQ, хотя рынок рос. Давайте посмотрим вот здесь. Вот это был мощный день. Некоторые наши трейдеры покупали вот здесь. Рынок выстрелил на 120 пунктов. Я не участвовал в этой позиции, не участвовал. Я купил вот здесь. Снова рынок вернулся под самый конец моей сессии, то есть мне пришлось перетерпеть, да, вот этот вот, не то что упущенный трейд, не мой, скажем так, трейд, да, потому что здесь слишком агрессивно для меня, но здесь идеально технически. Тест уровня стрелочный, TC Buy, Long, и я быстро взял 80 пунктов, но очень солидно за такой короткий отрезок времени. Потом видим TC Sell напротив уровня MP, то, что мы сегодня видели только на покупку, тоже быстрая реакция на 30, даже больше 40 пунктов. И здесь все, давайте еще днем ранее. Днем ранее смотрите, что делали стрелочные. Тоже TC Buy, как сегодня, да, похожая ситуация. Стрелка на покупку, стрелка на продажу у структуры, стрелочный сложно слабая вершина, стрелочная вершина и везде реакции. Да. Вот что делает стрелочный, когда на рынке неопределенность, да, флэт, боковик. Ну и по золоту тоже попозже, если будет время, посмотрим. NASDAQ падает, хорошо, ждем его. Это будет заключительная, скорее всего, сделка, если мы сейчас придем сюда. Первый тест уровня и первая стрелка покупаю. Я не буду ждать, как здесь, думать, там, чесать репу. Практика показывает, что это не самый оптимальный вариант. Пока ничего нет, никаких признаков того, что мне надо купить. Здесь может быть сейчас TC Buy. У меня есть выбор: покупать сразу TC Buy, если он сейчас будет, я не знаю. Да, либо, вот он, кстати, либо все-таки дождаться движения ниже, купить при таком же стрелочном, либо дождаться паттерна. Да. Чуть-чуть здесь не дошли. Это то же самое, как вот здесь я сказал. Ну, чуть-чуть не дошли, и он бам, отвалился на 80 пунктов. Посмотрите за вот этот короткий отрезок, сколько здесь профитов. Даже если просто мы берем первое движение без ожидания, там, не пережидая вот эту коррекцию, да, скажем так, 70. Разовое движение, я имею в виду. 80. 50. Да, нет, вру. Неправильно. 70. 70. 40 максимум мы берем, да? Причем безболезненный вход, да, если все подряд я принимаю. Посмотрим. Мы видим TC Buy. По NASDAQ покупаем. Прям по самой выгодной цене покупаем NASDAQ. И ждем тейка в районе вот этого максимума. Взяли первый тейк, и посмотрите, какая интересная ситуация. Берем первый тейк плюс 25.
Да, и сейчас можем получить лосс. Я немного подвинул второй стоп. Минус 15, того все равно мы сделаем деньги. Да, ну, такая необычная ситуация. Давайте понаблюдаем. Но, может быть, еще перезайдем. Все, я закончил со второй частью. Да. Поэтому я всегда говорю, стопы, точнее первые тейки не должны быть очень большие. То же самое здесь мы покупаем. Бум, тикает наш и обратно. Понятно, да? Это позволит вам обеспечить высокую вероятность отработки сигнала. Это первое. И второй важный момент. Вы будете чувствовать себя более уверенно, когда количество профитных сделок достаточно высокое, например, 60-65%, а в некоторых случаях 70%, если вы, например, торгуете только с трендом. Я уже бросил все сделки на график. Сегодня у нас не так прям много именно по этому инструменту. 30 плюс 30, да, и здесь 0. Потом у нас была эта сделка за счет того, что я поставил тейк первой позиции на вот этот максимум. А почему? Потому что по какой-то причине рынок снижался, да, потом остановился, потом резко отбился. И вот здесь посмотрите, какая реакция была, да, со стороны продавцов. И после чего рынок еще на 40 пунктов почти отвалился вниз. Соответственно, если рынок прыгнет наверх, тем более торгую против тренда, то где ближайшая, самая ближайшая зона, где может быть реакция? Это вот здесь, следующий, вот здесь, но рынку нужно существенно, да, отбиться. Более того, мой средний тейк 25-30 пунктов, да, по NASDAQ, что считается оптимальным для минутки, для американской сессии. Затем видим вторая часть позиции, буквально через раз, 2-3 минуты, да, закрывается где-то минус 20 пунктов. Ну, мы можем сказать нулевой трейд, да, там небольшой совсем профит в этой позиции. И, конечно, золото. Я вам не говорил про те сделки, которые у меня были до начала того, как я записывал видео. Здесь парочка профитов мелких была. Здесь buy, ротация бара, белый бар, тренд фильтр, уровень, лонг, скальп. Потом пробой моего уровня, buy, скальп. Да, здесь мы видим, что рынок доходил в итоге до моих тейков, тикал их, но я закрывался раньше, потому что агрессивные сделки, ну где-то 20, наверное. Да, здесь плюс 20, здесь тоже около того, да, 20 пунктов. Но, конечно, самые большие деньги нам принесли вот эти сделки в реальном времени. Да, это sell по паттерну возле уровня и с более низкой ценой закрытия. И затем повторный такой же sell на черной свече, более низкая цена закрытия. И здесь тоже мы видим симметричный паттерн. Рынок дернулся. Мы видим стопы от первой продажи и от второй, да, были за уровнем. Это очень важно. Еще раз, уровни, стопы за уровнями, а тейки на уровнях, даже с небольшим запасом. И мы видим, здесь было даже положительное проскальзывание, плюс почти 8 пунктов за счет этой большой свечи. Взяли тейки здесь, вручную я закрыл здесь, хотя я вижу, что рынок потом все-таки тикнул мой тейк, да, вот на этом движении. Но, тем не менее, мы взяли все, что здесь вообще возможно, чисто технически, да, практически вышли на самых выгодных значениях. Затем у меня были такие уже, скажем так, пост, да, сделки, то есть после вот этой волатильности дикой, такие остаточные явления, тоже по 25-23 пункта, и вот эта сделка тоже совсем небольшая. Но видим, золото как стояло, так и в принципе стоит в консолидации. Да, основные деньги за какие-то полчаса, 40 минут. Да, и в интрадей так и есть, что один, там, ну не один, там, я не знаю, 3-5 дней в месяц тебе делают самую большую кассу, и в эти 3-5 дней, как правило, 30-40 минут делают тебе кассу. Да. То есть, итого, если, ну, даже округлить до 1 часа, 5 часов, за 5 часов торговли в месяце ты делаешь основной оборот. Вопрос, ты у компьютера или нет, есть ли у тебя сигналы, которые тебе такие профиты приносят, и принимаешь ли ты эти сигналы. Да. То есть, вот это важные вещи. Да. И когда ты уже все это делать знаешь, первое, нужно быть постоянным, исполнять одно и то же. А второе, ты должен откуда-то брать не то, что даже уверенность, а ну, чтобы у тебя какой-то
это сказать, визуальное пособие, что ли, было, где ты можешь просто вот смотреть, как это можно делать. Я сейчас говорю про онлайн-торговлю, да, когда трейдер, имеет те же самые инструменты, приходит на живую торговлю, может исполнять эти сделки, видеть, как это работает. И это первый этап формирования уверенности. Он не станет уверенным от того, что он смотрит то, что я делаю. Но это первый необходимый этап к тому, чтобы поверить, что это, во-первых, работает, и понимать, где, как, когда лучше входить и выходить. И затем уже начинать самостоятельно репетировать. И вот тогда приходит та самая уверенность, которая позволяет тебе без, с меньшими тупниками принимать сигнал. Понятно, что у тебя всегда будут какие-то там, а что если как-то это сильный рынок, слабый рынок, какой-то свой будет накладываться, да, свой отпечаток, это нормально. У меня тоже так каждый день. Просто я стараюсь фокусироваться на том, что реально важно и на что я могу повлиять. И таким образом ты формируешь доверие к сигналам, к тому, что ты делаешь, привыкаешь к рынку, к таймфрейму. Это может быть не минутка, 5 минут, там не интрадей, это может быть свинг-трейдинг, час, 4 часа. Все то же самое будет, да, имеется в виду торговля вокруг уровня, те же сигналы, да, только в масштабе, да, времени они размыты. То есть это может сутки, 2, 3, 5 дней, неделю можешь сидеть в сделке, да, если на 4 часах. А здесь мы видим полчаса, час. И вот в такие большие дни это приносит даже больше денег, чем если трейдер торгует на 4 часах в течение недели. Да? Особенно сонную неделю. Если вы хотите присоединиться к нашему профессиональному сообществу, торговать онлайн в закрытом чате по тем же сигналам, то проходите по ссылке под этим видео, выбирайте оптимальный вариант торговой системы Cluster Trader и добро пожаловать. Все, всего доброго и до связи. Пока.